Всем привет! Сегодня мы узнаем историю Харьковской Балабановки, которой нет, кстати, ни на одной карте. Именно так старожилы называют местность, где располагался стадион, на котором тренировались, соревновались и уверенно побеждали своих соперников так называемые балабановцы, рабочий клуб имени Балабанова. Именно клуб имени Балабанова был одним из первых центров пролетарского спорта на Харьковщине. Возник он в начале 1920-х годов не где-нибудь, а в Харькове, на Москалевке, городском районе с устоявшимися криминальными традициями. Клуб имел свой стадион на углу Москалевской и Заиковской улиц. Здесь еще до появления легендарного металлиста балабановцы тренировались и играли. Со второй половины 19 столетия угловое домовладение на пересечении Москалевской и Заиковской улиц, сейчас Гольберговская, принадлежало известному купцу и работорговцу Николаю Емельяновичу Серикову. Здесь на площади около 8 десятин раскинулся его старый тенистый сад с 2 прудами. Сериков был весьма уважаемой личностью. Избирался гласным городской думы, состоял во многих благотворительных обществах. 29 января 1889 года в вышеупомянутом домовладении был открыт первый в Харькове приют ясли для детей из бедных семей. После смерти Николая Серикова в 1898 году принадлежавшая ему в разных частях Харькова недвижимость перешла к его сыновьям Дмитрию, Емельяну, Николаю, Петру и дочери Марии. Наследство стало предметом судебных тяжб, продавалось и отдавалось в аренду. Перед Первой мировой войной большой сад Сериковых с постройками арендовал мещанин Тарвердов, устроивший здесь фонтанную рощу. Часть домовладения занял открывшийся лесной склад Давидовича. Сад значительно преобразился при последнем владельце, купце первой гильдии Григории Гольберге. Его роскошный особняк располагался буквально в нескольких шагах от сада и трехсвятительского храма. Ныне утраченный купол особняка и храм контурно просматриваются вот на этом фото. Однако для прогулок и кормления золотых рыбок в пруду Гольбергу было отведено не так уж и много времени. Неумолимо приближался 1917 год, когда Гольберг был вынужден бежать из города, и его судьба осталась неизвестной. После революции сад стал всеобщим достоянием и получил официальное название «Труд». Вскоре он пришел в полное запустение. От длинного забора остались лишь ворота, а от сотен вековых деревьев громадные оголенные корни. Вместо того, чтобы стать местом семейного отдыха Москалевки, остатки сада стали пристанищем для всяких темных личностей и уголовных элементов. Здесь происходили традиционные драки стенка на стенку, процветали пьянство и разврат. В 1921 году на месте бывшего Сериковского сада начинается сооружение спортивной площадки. По замыслу ее устроителей, она должна была стать таким себе изолятором для рабочей молодежи всего района от разлагающегося влияния улицы. 1 сентября 1922 года спортивный клуб рабочей молодежи Основянского района был торжественно открыт. Клуб был назван в честь работника Балабанова, расстрелянного деникинцами. Леонид Балабанов действительно являлся одним из организаторов киевского комсомола и активным участником борьбы за власть Совета в Киеве. По другой версии, Балабанов не был расстрелян, а умер в феврале 1922 года от тифа и похоронен в Виннице. Уже через год после открытия спортивный рабочий клуб Балабанова насчитывал в своих рядах более 350 членов, объединенных в 6 секций: футбольную, гандбольную, тяжелой атлетики, легкой атлетики,
женскую и детскую. При клубе было 3 футбольных команды, выступавших на первенство города. В 1924 году площадка обгораживается в окружности более чем на версту деревянным забором. Оборудуется необходимыми спортивными приспособлениями. Спорткоры отмечали, что руководители физкультуры клуба имени Балабанова не культивируют определенный вид спорта, а поощряют коллективизм и всестороннее физическое развитие. Спортивные репортажи не оставляли никаких сомнений в том, что организаторы клуба достигли своей цели. Москалевка и Основа, славившиеся своими кулачными драками, дисциплинировались и перевоспитались благодаря своему спортивному центру, обещающему в дальнейшем захватить весь район. Из недостатков Балабановской площадки отмечался ее тяжелый песчаный грунт, что отрицательно сказывалось на результатах участников соревнований. Но это неудобство с лихвой компенсировал превосходный пруд, который подпитывался родниковой водой из десятков ключей. После занятий или игр все члены клуба освежались в этом водоеме. Использовался он и для занятий плаванием. Как и многие клубы той поры, балабановцы оставались в большей степени самодеятельным клубом, существовавшим благодаря группе энтузиастов, собственным примером пропагандирующим физическую культуру. Но уже к концу 20-х годов 20-го столетия вызрела необходимость в организации новой структуры и системы управления физкультурным хозяйством страны на более высоком профессиональном уровне. В ноябре 1930 года Всесоюзная конференция профсоюзов по физической культуре приняла решение о переходе от клубно-территориального принципа управления физкультурной работы к производственному. Взамен кружков физкультуры при рабочих клубах были созданы коллективы физической культуры на производственных предприятиях и учреждениях. В течение 1935-1936 годов была создана система общественных органов управления добровольных спортивных обществ. В этих условиях старым самодеятельным многопрофильным клубам все труднее было сводить концы с концами. Возведенные ими спортивные сооружения оставались без соответствующего надзора, разрушались и растаскивались. Такая судьба была уготована и стадиону клуба имени Балабанова. В 1931 году на углу улиц Заиковской и Москалевской, ранее Октябрьской революции, было возведено здание для 6-й поликлиники. Этот образец конструктивизма был разрушен во время Второй мировой войны, а затем восстановлен. Сейчас здесь расположена городская поликлиника номер 22. На месте же стадиона Балабанова была сооружена мачта-радиоглушитель для подавления иностранных голосов, более известная как телевышка «Орион». Генрих Шмеркин, описывая в своей повести «Записки Лабуха» Москалевку 50-х годов 20-го столетия, вспоминал: «Меня водили в детский сад номер 5 на углу Владимирской улицы и Колодезного переулка. Гулять мы ходили с воспитательницей на Балабановку. Так называлась лужайка за поросшими бурьяном развалинами 6-й поликлиники. Среди ромашек, одуванчиков и подорожника стрекотали кузнечики и тарахтели экскаваторы. Лужайка превращалась в стройплощадку. Начиналось сооружение москалевской глушилки». Вот, собственно, и вся история. Уже давно нет ни сада, ни стадиона, ни прудов с живительными родниками. Имя Леонида Балабанова позабыто. Не прожив и полных 19 лет, этот парень оставил после себя дневниковые записи и замечательные стихи. Паровоз поперхнулся сугробом, жалобно к рельсам пригруз. Надо быть грубым, чтобы не понять паровозную грусть. В заключении взгляд на Балабановку с высоты орионовской телевышки. К
кстати, одной из самых высоких точек Харькова – 125 метров. Информация и фотоматериалы Романа Соймы. Благодарю всех за просмотр. Подписывайтесь на канал. С вами был Алекс Моторный. До новых встреч!